Привет! Ура! У меня на канале 100 подписчиков, долгожданных 100 подписчиков, и поэтому сегодня я записываю видео. Я бы хотел поблагодарить прежде всего за ваше внимание, за ваши комментарии. Прежде всего вот эту сотню, которая подписалась. Значит, вам интересно, значит, вам что-то нужно. Хотел бы поблагодарить за ваши лайки, в том числе. Я думаю, что те, кто подписался, дизлайки не ставят, но даже те, кто зайдут на канал и решат влепить дизлайк, вам тоже спасибо. Я каждому дизлайку тоже радуюсь. Персональное спасибо, конечно же, моей пророжке, которая мне помогает готовить обложки к моим видео. Вот, наверное, можно этот ролик было бы сейчас закончить с благодарностями и со словами признательности. Но я сейчас поделюсь еще здесь своими мыслями, которые у меня родились в процессе ведения канала. Ни много ни мало, ведением канала я занимаюсь практически год. Многие мои знакомые удивляются до сих пор и спрашивают, зачем мне это нужно, зачем я веду канал. Притом есть соцсети, есть Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, там ВК, ОК и так далее. И, наверное, расскажу все по порядку. Каждый день в моей жизни возникает масса вопросов, на которые нужно искать ответ. Яндекс дает мне какие-то ссылки, и большинство ссылок все-таки ведут на YouTube, потому что мне нужны какие-то практические советы, практический опыт. Несмотря на то, что в сети масса информации, как полезной, так и бесполезной, ну, я ищу прежде всего полезную для себя информацию, некоторые вопросы так и остаются без ответа. То есть меня часто интересуют такие нюансы, в которые обычные люди, они не погружаются и смотрят достаточно поверхностно. Но я понял, что если меня интересуют эти вопросы, то, скорее всего, они интересуют и других людей. И я думаю, что это не один, не два человека, а это десятки, сотни людей, может быть, тысячи даже. Поэтому все ответы на вопросы, которые я находил сам, я решил публиковать и делиться, чтобы этот опыт не прошел бесследно. YouTube, в отличие от других социальных сетей, работает как прекрасный поисковик. Пролистали вы ленту Инстаграма, посмотрели фотки, лайкнули, все. Все то, что вы лайкнули, оно через неделю забылось и не вернется. Немногие по хэштегам там что-то ищут. Инстаграм, Pinterest — это набор идей, которые можно где-то применить, но не более того. То есть лайкнул и забыл. YouTube работает по-другому. Если здесь алгоритмы устроены по-другому, если здесь видео интересное, то YouTube его сам подталкивает вверх. Если видео неинтересное, он его, наоборот, задвигает подальше от пользователей. И таким образом я увидел, что некоторые мои видео, они просто за несколько дней вылезают в топы поисковых запросов и набирают там просмотры, лайки и так далее. То есть это какой-то такой стихийный процесс, когда твое видео попадает куда-то наверх, и там держится там несколько дней, несколько недель. Некоторые видео там у меня смотрибельные уже несколько месяцев. Но это, конечно, не все видео, потому что я не топовый блогер, я вообще не блогер. Да, я вообще не блогер, и не надо так ко мне относиться, не надо так меня называть. Итак, YouTube выбирает то, что интересно, и поддерживает этот интерес пользователей наверху. То, что неинтересно, топит вниз. Чем я делюсь на канале? Это тем, что мне показалось интересным, или тем, что мне оказалось полезным. У меня на канале ролики собраны в плейлисты. Плейлистов у меня всего 6 штук. Вот здесь, по-моему, да, где-то здесь будет ссылка на плейлисты, она такая выплывающая и исчезающая. Итак, 6 плейлистов. Первый плейлист «Строим дом». Здесь ролики, соответственно, о том, как мы строим дом, как идут те или иные процессы.
Я делюсь своим опытом, своим положительным опытом и также делюсь ошибками, чтобы в дальнейшем люди их не совершали. Второй плейлист – это Subaru. Так получилось, что 4-й год я езжу на автомобилях этой марки и, соответственно, делюсь некоторым опытом эксплуатации, потому что есть там специфические моменты об этих автомобилях. Я не занимаюсь тюнингом, я просто показываю некоторые достаточно простые операции. Третий плейлист – это концерты, ну, соответственно, некоторые записи с концертов, которые я посетил, посещаю и, наверное, буду посещать. Не секрет, что больше 20 лет я уже слушаю heavy metal. Недавно для меня открылась возможность посещать концерты тех групп, ну, о которых я даже вообще не мечтал раньше. Просто такая мечта, которая не суждено было сбыться. Но мир меняется, мир уже серьезно изменился, и поэтому я пришел к тому, что можно посещать концерты, и причем они проходят в Москве, это совсем недалеко. И это очень просто купить билет, взять, собраться и поехать. Значит, у меня уже есть некоторые записи с концертов Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Therion, Лакримоза. В этом году Sepultura, естественно. В этом году я собирался поехать в мае на группу Behemoth, но, к сожалению, из-за пандемии концерт отменили. В июле должны были состояться концерты Iron Maiden и Offspring. Тоже концерты отменены, к сожалению. 4-й плейлист – это плейлист о спорте. Это такие зарисовки с моих тренировок, с моих там мини-достижений. Я не спортсмен, не профессионал, но пытаюсь поддерживать актуальную физическую форму. Бегаю, в том числе полумарафоны бегаю. Ну и, соответственно, чтобы эти воспоминания, эмоции не остались где-то позади, у меня есть видео, которые поддерживают и мотивируют на дальнейшее движение вперед. 5-й плейлист – это плейлист «Дети». Тут этим плейлистом все сказано. И, собственно говоря, есть у меня такая мысль, что дети подрастают, и я думаю, что со временем они будут заходить на мой канал чаще. И просто у них будет такая живая летопись того, что с нами, с ними происходило. 6-й плейлист, он совсем небольшой. Это плейлист зарисовки о наших путешествиях в разные страны. Может быть, там даже будут не только страны, но сейчас, когда границы закрыты, может быть, это просто будут зарисовки о путешествиях по нашей стране. Следующий плейлист, который я, наверное, добавлю очень скоро, это плейлист о моих увлечениях. Со строительством некоторые из них пришлось задвинуть. Я думаю, что они никуда не ушли. То, что нравится, я этим буду продолжаться заниматься и дальше. Но пока мне нравится строительство, и я, собственно, им занимаюсь. Наверное, нужно сказать, что дальше будет на канале. Вот здесь притаился грузовичок, он здесь не просто так стоит. Это грузовичок так сказать, из моего детства. Но нашел я его уже, находясь в таком сознательном возрасте. Есть мысли его привести в порядок, отреставрировать, чтобы он был не в таком убогом состоянии. Скорее всего, об этом тоже будет видео. Скоро появится видео о той машине, на которой я езжу уже 4-й год. Наша семья ездит, и это, наверное, единственная машина, от которой мне пока еще не хочется избавиться. Потому что обычно я в машинах езжу где-то год-полтора, максимум 2, и потом хочется от нее избавиться. Стройка тоже наша двигается вперед, если кто-то следит, кто-то смотрит. Я сейчас снимаю ролик в гостиной. Здесь уже открашены стены процентов на 70, уложена плитка. Мы ждем кухню, и из гостиной скоро переберемся в холл, там, где у нас лестница на 2-й этаж. И я думаю, что лестнице я тоже посвящу отдельное видео, потому что, когда я начал делать лестницу, я посмотрел массу всяких роликов. Они были, конечно, с какой-то стороны информативны, но ни один ролик не показал мне конструктив и подбор материалов, которые
можно было использовать для строительства лестницы. И, наверное, я этому также уделю какое-то внимание. Совсем недавно я заказал газон, это семена, и очень хочется, чтобы в этом году мы тоже начали заниматься благоустройством, и чтобы у нас появилось такое место, куда приятно выйти и походить босиком по мягкой траве. Спасибо моей семье за поддержку. Спасибо всем, кто подписался. Спасибо тем, кто подпишется, когда посмотрит этот ролик. Надеюсь, мой опыт и мои какие-то знания помогут вам для совершения, так сказать, сбычи ваших мечт. Всем пока. Про кресло не сказал, да? Про кресло точно не сказал. Потом скажу вот про то кресло.